Всем привет, с вами Пиксель, мы продолжаем играть в игру под названием Цуба, и мне каким-то чудесным образом выпал целый один бронзовый сундук на жабку Ромео, поэтому мы будем качать ее на 3-й уровень, я надеюсь, и открывать первый слот вот этого монстрика, да. Целующий монстр, целующий ядовитый монстр, да, у нас же жабка ядовитая. Правда, он лягушка, да, это не жабка, но, в общем, не важно. Скользкий убийца, да, именно так. Ну, в общем, погнали его качать, тут, в принципе, конечно, у нас ничего особенного не будет. Будет немножко хпшки, будет бонусы по урону. Да. Но атрибутов пока что никаких не будет. Это, конечно, печально. Хотя, как я заметил, там какие-то подкрутки все равно есть для низких уровней. Что там по дальностям, по КДшечкам. Ну, чтобы они хотя бы не чувствовали себя такими ущемленными, наверное. Низкие уровни. Поэтому такое вот есть. Ну и вот он. 3-й уровень. Плюс 3 скорости. Вот бы так всегда давал, а? Было бы классно. Ну что, лутаем. Целых 200 хп. Вжух. Мощь. Мощь растет. Чувствую, будет убийца Бака. Ну, вообще, этот персонаж будет таким достаточно жестким убийцей, потому что он может прерывать многие штуки разные у других персонажей, плюс у него КДшка его, ну, так сказать, хука, да? Ну, будем называть это, не знаю, типа языка, да? Языка, КДшка языка. Намного быстрее, чем у краба того же. Поэтому остановить Бака, остановить там льва, да, в момент каста его, этих, как его, активных навыков, произнесения, да, там все дела. В общем... Это, в принципе, реально, поэтому этот персонаж может заиграть совсем по-другому. Ух ты, 3-й ботинок. Жестко, жестко. Ну что же. Вот наш... 3 предмета выпало. Ну, я думаю, тут выбора особо большого у нас не будет, ребятки. Возьмем прекрасный ботинок туриста, наверное. Да, какой выбрал? И дефибриллятор. Ну, берем ботинок. Берем и отправляемся в бой. Жаб с ботинком. Вот это мощь будет. Хотя, конечно, лучше всего, чтобы был там не ботинок, наверное, а какой-нибудь предмет на выживаемость, на отхил, типа зубов вампира, но я думаю, это вряд ли будет. Хотя давайте откроем один сундучок, вдруг выпадут золотые, да? Серебряного сундука, конечно. Немножко я... Видали, целая трубка упала. Кайф. Мы же сбросим, конечно, потому что как-нибудь без трубки, наверное, проживем. О, канистра геля. Вообще. Зато ботинок 4-й. Буст прям чувствуется, да? Офигеть, просто буст. Канистр гелия, конечно, наверное, топ-1 предмет для этого персонажа, в скобочках нет. Ну, в общем, ладно, погнали в соло-бои. Пока что поиграем в соло-бои, пока не так душно, пока низкий уровень. Я, кстати, недавно пытался пройти конкурс на капибарке, где нужно было золото 10 побед подряд. Именно, ну, не для капибары, это общий конкурс, на любом персонаже можно проходить. Можно на разных проходить, все дела. Ну, так вот, к чему я. Конкурс, конечно, был интересный. Я был 12 уровнем на 800 рейтингом. Да. Но по итогу что получилось? Получилось все очень интересно. Попался мне 15-й акул и шотнул меня. Ну как шотнул? Я там дрался, конечно, старался, но 12-й капибар против 15-го акула оказался не лучшим вариантом. Вот он. Мощный, опасный хищник. Хищник, лягух, Ромео. Да, нужно, конечно, на этом персонаже учиться играть, потому что играется очень криво пока что. Но сойдет. Вжух. Сюда. Не, ну вы посмотрите на эту мощь, а. Какая мощная имба. Ну, разрабы в последнее время что-то плохих персонажей решили не выпускать. Даже плохих, которые выпустили, и тех решили подбустануть немножко. Мы, кстати, наверное, сейчас залутаем капканчик, пригодится, в принципе. Опять же, на жабе можно, ну... Жаба, лягук, неважно, в общем. На Ромео можно мутить вот такие вот западни, да. Это очень круто, дает бонус, так сказать, к неожиданности, потому что вы залетаете со стана сразу противника. Главное не промахнуться активным навыком, и все у вас будет отлично. А мы отправляемся искать противников, а то скучно как-то сидеть на одном месте. Надеюсь, мы их найдем. А может, не найдем. Противнички, и вы где? Угу, нашли, чекайте. Просто никого. Пустая карта, пустые где-то... Бегали только что 11 противников, а сейчас уже осталось 10. Кстати, лягух у нас в воде перемещается чуть побыстрее. А чё скорость воды осталась? Или это у меня уже глюки какие-то, не? Ну вот, смотрите, перемещаемся по суше, да? Вроде норм. Заходим в воду. Так, вроде так же. Короче, ладно, неважно. Ищем противников, которые где-то умирают.
Эх, противнички, которые умирают. Кстати, заметьте, яд не кидается, то есть яд работает, если вы напрыгнете на противника. Только в этом случае он сработает. Понимаете, в чем прикол? Только в этом случае. Я не успел нажать активный навык. Ну а что вы хотите? Это баг, да, ребят? Это баг, который может нажать целых свои все 4 кнопки. Да, ну и легендарный дробовик, конечно, это тоже штука полезная для бака, в частности. Заметьте, 3-й уровень вроде, да? А кнопки нажать может. Вопрос, почему за меня, когда играют там какие-нибудь 11-12 уровни, они кнопки нажать не могут. Вот это такой моментик, который мне непонятен. Если давайте сыграем в командные бои. Чисто так побегать, посмотреть, повеселиться. А то как-то, ну все-таки в соло-боях слишком душно. Слишком много противников тебя иногда окружает. Вот сейчас то же самое. Как бы одного бака сложно развалить. А когда команда, то цепануть такого бака тебя могут поддержать, все дела. Ну, в общем, чуть поадекватней, что ли. Не так сильно, как говорится, можно разваливаться против одиночных противников. А если играть еще командно, то, в принципе, можно даже получить бонус. Опять же, бака, вы видели, не смог развалить, потому что, ну, где-то медлил, где-то ошибался. Много, в общем, всякого разного происходило. Нужно было играть, в общем, по-другому. Ну, пока что это начало. Опа. Баг пришел ко мне. Ты шо? Смотри, какой баг пришел. Сюда подошел. Сюда подошел. Но этот баг, кстати, смотрите, не может меня шотнуть. Но этот баг не смог нажать кнопки, да. Прошлый-то смог, а этот нет. Это вся разница между игроками. Одни могут нажать кнопки, другие нет. Так сказать, элита зубы, да. Угу. Именно так. Опа. Сюда. Дабл дробовичок. Не знаю, почему я по привычке стреляю с лука сначала, а потом уже иду дабл дробовиком. Хотя надо вообще. Блин, сколько хп отвалилось, видели? Просто один удар по мне был. Надо вообще действовать по-другому. Нужно действовать сначала дробовика, потом копьем допрыгивать, потом уже луком бахать. Вот такие вот дела. Первому уровню, конечно. Ну ладно. Тут, в принципе, особо без разницы. О, смотрите, индейка орел. Бахаем. Бахаем, стеночки поставим на всякий случай. Притянемся к орлу, застанем его. Минус орел получается. Ну, противники слишком сильные, я, кажется, их не вытащу. Но заметьте, тут по уровню противники намного сильнее, чем я. Ну и моя команда, смотрите на бака, просто. Нажми активный навык, нажми. Я слишком многого требую от этих игроков. Это же целая одна кнопка. Слишком много. Слишком. Я не знаю, почему у меня команда по уровням хуже, по адекватности хуже, а вот у команды у противника по уровням выше. Я же только 3-й уровень. Ну почему мне кидают против 7-х? Печальное, конечно. Что я могу сказать? Ну ничего. Давайте еще один боец сыграем. Наверное, все-таки опять в соло-боях. Потому что мне что-то не очень понравилось. Такая вот балансировка. Опять же, тут сложно у нас бои. Сейчас душенька будет. Ну, давайте, наверное, к хамелеону бежать не будем. Он что-то испугался меня, убежал. Наверное. Жаб напугал хамелеона. Бывает. Жаб он такой. Опять же, у Ромео вначале вообще должно быть преимущество очень жесткое за счет того, что он может себе позволить наносить урон ядом. Но опять же, это такое преимущество начальное, которое очень быстро нивелируется. Вот там кто-то сверху есть. Но я знаю, где-то бот снизу был. Интересно, сколько мы потратим времени на его поиск? Я думаю, целую вечность, потому что, зная, как в зубе боты спавнятся, как они перемещаются и как оно отображается на карте, он где-то вот в центре уже, наверное. Ну, кстати, ядом мы Игра. Просто... Да. Но зато яд палит противника в кустах, это позволяет, ну, хотя бы в него видеть и попадать. Ну, я же говорю, бот просто взял и испарился. Он был здесь. Нормально, чё. Зубы, как всегда. Ну, ничего страшного. У нас есть бронзовый дроп. Как-нибудь развалим с этим дропом. Надеюсь. Или нас развалят. Одно из двух. Ну, в принципе, жаба сложно убить. Так-то. Он все-таки неплохой персонаж. Что с этим кенгуру не так? Ну вот почему Джоуи кенгуру такой сильный, а? Ой, капец, просто как же недушно. Ядом добил. Все-таки яд хорошая штучка, очень хорошая. Противники не ожидают, что они от яда умрут, а они тут бац и умирают. Но у нас проблемы серьезные, это то, что не хватает хпшки.
Нужно действовать аккуратней. Не рисковать сейчас особо. Хотя этот Никс, мне кажется, добьет противника. Да, добил. И залутал с него аптечку через миллисекунду. Конечно, как же могло быть по-другому? Это ж Никс, да. Это же Никс. Ладно, попробуем что-то сейчас сделать. Так, ну все, сейчас я умру. Ну, конечно, в кустах сейчас сидел первый Джейд. Вот, ребятки, про это я говорил, соло-бои. Втроем душат одного, а чё, смотрите, друг друга почти не бьют вообще. Ой, слов нету, просто нет слов. Ромео, конечно, тяжеловато. ХПшка вообще прям ни о чёмная, отлетает только так. Один удар, это как бы уже минус ХП. Но что поделать, что поделать. Давайте еще раз отправимся в командные бои. Норм скидочка, да? Ой, эти акции, конечно, безумные. Бесят. Но это, знаете, вот почему там 6-100 сейчас показывают? Я объясню все просто. У нас в игре, вы помните, как говорится, сейчас в текущих реалиях цена. Кстати, только что здесь был краб, заменился на хамелеона. Круто. Так, в общем, у нас в игре цена гемов обесценилась в 2 раза после ввода бонуса лиги, да? И поэтому сундук, к примеру, раньше легендарный, который стоил там 1500 гемов, теперь стоит 3 с чем-то. И за счет этого вот персонажи, которые раньше обычно стоили 3 как гемов, теперь вот за 6000 это типа норм акция. Ну, так считают разработчики. Такие вот дела. Пока что... Ну, у них есть аптечки, у нас нет, а мы проиграем. Это если вкратце. Это если вкратце. Хамелеон забрал аптечку, хорош. Надо Хамелеону поблагодарить. Добить Брюса здесь. Бахнуть активным навыком. Ну, блин, вы видели? Просто тыкнул в двоих и ни в одного не попал. Обидно. Да может кто-то добьет змею, нет? Просто стоят, смотрят на нее. У меня КДшки все это время были. Еще яд змеи здесь. Еще противники, что ли, да? Серьезно? У вас немного противнички? У вас тут немного вообще, не? Так, ну залутаем аптечку мне на... Ладно, не будем лутать сначала. Спасем наших сокомандников. Они там снизу аптечки залутали, Яру нашу убили. Блин, надо идти спасать. Брюс 7 уровня, если что, ребята. 7, понимаете? 7. Каким чудом мы его убили, я не знаю, но мы его убили. Чудеса? Чудеса. Так, Брюсика этого тоже ловим. Жесть. Мы просто... Вот сейчас вы видели, команда была адекватная, они кнопки смогли нажать, и мы просто первыми уровнями убили 7. Ну, конечно, один сейчас наш гений бежал умирать. Ах, как же мне этот урон нравится. Они 6 разных складов были, капец. Ой, капец, у меня нет слов. Блин, я аптечку. Да вот что с хпшкой? Куда она делась просто только что? Ай, какой бред. Ну вот почему нужно было одному пойти уйти в зону умереть, другому в зоне умереть просто так? Что с ними не так? Я не понимаю, вот как они это делают? Ай, просто... Только похвалил этих гениев, которые мы смогли нажать кнопки и убить 7 Брюса. Так они тут же взяли и пошли сдохли везде. Ай, да, что-то я много хочу от игроков на 200 рейтингов. Они издеваются надо мной, да? Чекайте. Понимаете, да, Капибара отдельно, без ничего, без скинов. 6100 гемов, Орел со скином, который купил за 800 гемов. 3750. Это логика разработчиков, которую никто никогда не сможет понять. Такие вот дела, ребятки. На это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Вот такой вот Ромео. Сложно пока сказать. Очень быстро отлетает от противников. Ну и команды, конечно, неадекватно не дают возможности адекватно его посмотреть. Но, в принципе, как видите, он, если залетать в кого-то, то изи-шоты. А это значит, что персонаж сильный, я считаю. Такие дела. На это все. Не болейте, не скучайте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.